Величественные и неприступные горы всегда были хранителями тайн. Некоторые из них оставались погребенными под слоями земли и льда на протяжении столетий. Однако с появлением беспилотных летательных аппаратов или дронов мы стали обнаруживать то, что, возможно, никогда не предназначалось для глаз человека. Современные технологии позволяют нам видеть с высоты то, что раньше было скрыто от нашего взора, что порой приводит к по-настоящему шокирующим открытиям. Приготовьтесь, эти леденящие кровь находки заставят вас задуматься о многом. Прежде чем перейти к основной части, мы хотели бы попросить вас о небольшой поддержке, поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо. Сканируя заснеженные пики горного хребта в Мексике, дрон сделал жуткое открытие. Полускрытым во льду лежало то, что оказалось мумифицированным телом человека. При увеличении камера дрона показала иссохшие, похожие на кожу, останки альпиниста, которого холод законсервировал словно мумию. Это было уже не первое подобное обнаружение в этой местности, которую местные называют проклятой. Тело стало третьим по счету в одном и том же районе. Это леденящее душу открытие было сделано на склонах пика Дерисаба, высочайшей горы Мексики. Именно на этой горе 55 лет назад после схода лавины пропали без вести 3 альпинистов. Десятилетиями их семьи не знали, что с ними произошло, а затем одно за другим замороженные тела стали выходить из-под тающего льда, словно застывшие во времени. Еще более тревожным является то, насколько хорошо они сохранились. Одежда осталась практически нетронутой, а на лицах застыло выражение ужаса. С учетом того, что изменения климата с пугающей скоростью топят вечные льды, остается лишь гадать, сколько еще замерзших душ может выйти из своих ледяных могил. И главный вопрос — обрели ли они, наконец, покой? Пролетая над изрезанными горами Турции, дрон наткнулся на нечто, что заставило археологов содрогнуться. Он обнаружил темный вход, высеченный в скале, ведущий в гробницу Капаи. Те, кто знаком с местными легендами, знают, что эта древняя гробница хранит множество тайн, но никто не знает, кто или что было похоронено внутри. То, что скрывалось за этим входом, оказалось гораздо зловещее, чем можно было предположить. И что еще более важно, почему этот вход был так искусно замаскирован? Дрон заснял скрытую камеру, которая, судя по всему, оставалась нетронутой веками. Когда исследователи наконец проникли внутрь, они обнаружили пугающее зрелище. Повсюду были разбросаны дары, словно кто-то тайно посещал это место. Внутри камеры на протяжении многих поколений находили старинные монеты, ритуальные символы, а на стенах виднелись следы, похожие на глубокие царапины, будто что-то пыталось выбраться наружу. Местные легенды предупреждают, что гора хранит неупокоенных духов, обреченных скитаться вечно из-за того, что их покой был нарушен. Некоторые говорят, что гробница принадлежала забытому правителю, которого запечатали, чтобы не дать тому, что лежало внутри, вырваться на свободу. Другие утверждают, что это тайная комната, защищающая что-то невероятно ценное или опасное. Какова бы ни была правда, ясно одно. Некоторые двери запирают не просто так, и, возможно, это должна была оставаться закрытой навсегда. Открытие дрона только усугубило тайну, породив один ужасающий вопрос. Кто или что обитало в этой гробнице на протяжении веков? Следующая находка дрона была сделана в Зимбабве. Дрон пролетел над горой Аньянгани, которую местные жители называют горой, что поглощает людей. И не зря. Путешественники, осмелившиеся подняться на ее склоны, бесследно исчезают. На кадрах с дрона видно, что ее вершины часто окутаны густым туманом, что породило поверье, что это не просто гора, а врата в иное измерение. Считается, что там обитают духи предков, которые похищают живых,
особенно тех, кто осмелился потревожить их покой. Говорят, что Нингани также является домом для озорных духов, которые с наслаждением сбрасывают альпинистов с обрывов. Самое жуткое в этих исчезновениях — полное отсутствие каких-либо следов. Ни тел, ни одежды, ни даже снаряжения. Создается ощущение, что гора просто поглотила их, оставив после себя лишь леденящие кровь легенды. Те, кому посчастливилось спуститься с этой горы живыми, рассказывали о тревожных ощущениях, тошноте, головокружении и мучительных головных болях. Местные жители передают из поколения в поколение предостережения для смельчаков, собирающихся покорить Нингани: не мочитесь в священных местах, избегайте сквернословия и не игнорируйте любое необычное поведение животных. Если вы видите ярко окрашенную змею, горшок без огня или даже золотой слиток, немедленно отворачивайтесь. По их словам, это уловки духов, обитающих на горе, чтобы заманить неосторожных на верную гибель. На скалистых берегах острова Рикс, расположенного в Британской Колумбии, дрон обнаружил нечто совершенно неожиданное. В скале было высечено огромное 7-футовое, то есть около 2 метров, лицо, которое казалось смотрящим прямо в камеру. На первый взгляд оно выглядит рукотворным, но никто не может сказать наверняка. Сотрудники парка до сих пор находятся в замешательстве. Лицо расположено в таком труднодоступном месте, что оставалось незамеченным годами. Некоторые считают, что это древняя реликвия, давно забытая история. Но коренные народы видят в этом нечто гораздо более загадочное. Они считают, что это послание от духов предков. Что может означать это загадочное выражение, выветрившееся временем и стихиями, сторожа или нечто совершенно иное? Пока эксперты не смогут подобраться ближе, тайна останется неразгаданной. Глубоко под горой в Мексике дрон обнаружил ландшафт, похожий на внеземной. Внутри скрытой пещеры были найдены массивные сверкающие кристаллы. Это была не декорация из научно-фантастического фильма, это была реальность. Кристальная пещера стала домом для одних из самых больших природных кристаллов на планете. Но это открытие имело и пугающую сторону. Атмосфера внутри пещеры смертельно опасна. Температура воздуха достигает 58 градусов Цельсия, а воздух настолько насыщен влагой, что без специального защитного костюма человек задохнется за считанные минуты. Тем не менее, кристаллы — настоящее чудо природы. Некоторые из них достигают 12 метров в высоту. Ученые считают, что кристаллы росли на протяжении полумиллиона лет, оставаясь совершенно нетронутыми человеческой рукой. Но самая жуткая часть истории впереди. Глубоко внутри кристаллов исследователи обнаружили древние микробы. Эти живые организмы были запечатаны на десятки тысяч лет, полностью изолированы от внешнего мира. Их выживание в таких экстремальных условиях породило тревожный вопрос. Может ли что-то еще, нечто неизведанное, скрываться глубже в пещере, ожидая своего часа, чтобы быть найденным? Еще один дрон, пролетая над скалистыми горами Перу, зафиксировал поразительное сооружение. Странный высокий дверной проем, высеченный в скале. Местные называют его Пуэрто-де-Хайо-Марка или Врата богов. Но по-настоящему леденит кровь то, что эти врата никуда не ведут. Это просто углубление в твердой скале. Зачем древним людям понадобилось высекать дверь, которая не открывается? Некоторые полагают, что эти врата и не предназначались для людей. Согласно легендам инков, это был портал для богов, своего рода врата между мирами. Говорят, что жрецы использовали золотой диск, чтобы активировать проход, и, войдя в него, исчезали в другом измерении. Даже сегодня люди, посещающие это место, сообщают о странных явлениях, необъяснимом мерцании света и странном гуле, который слышен, если подойти слишком близко.
Когда дрон пролетал над вратами, его сигнал на мгновение прервался, словно нечто невидимое создавало помехи. Высоко в Кавказских горах дрон пролетел над, казалось бы, пустыми холмами и запечатлел нечто необычное. Скрытая под слоями земли и времени лежала древняя крепость. Ее массивные стены простирались гораздо дальше, чем кто-либо мог себе представить. Это было поселение Диминасгора, которому около 3000 лет, и оно способно переписать представление о прошлом. Сам масштаб этого места шокирует. Оно в 40 раз больше, чем изначально предполагали археологи. Но такое огромное пространство было не просто крепостью. Это был потерянный город, где кипела жизнь, торговля и конфликты. Среди руин исследователи нашли разбитую керамику, кости животных и артефакты цивилизации, процветавшей в тени гор. Но что делает это открытие еще более тревожным, так это то, что никто не знает, почему город был заброшен. Побудила ли война покинуть это место его жителей, уничтожила ли их болезнь или, возможно, нечто гораздо более древнее, чем сама история, вынудила их уйти? Ответы остаются погребенными под землей, ожидая, когда следующий дрон откроет их новые секреты. Дрон, летящий сквозь туманные скалы китайского региона Аньшунь, заметил нечто тревожное — деревянные гробы. Сами по себе деревянные гробы не являются чем-то необычным, но эти находились в невероятном месте. Они были подвешены на высоте сотен футов, цепляясь за склоны гор, словно забытые призраки. Ни лестниц, ни тропинок, просто гробы, висящие в воздухе. Эти висячие гробы народа Бо — древняя практика захоронения, предназначенная для того, чтобы усопшие были ближе к небесам. Но самое жуткое — никто точно не знает, как они туда попали. Скалы практически невозможно покорить даже с современным снаряжением. Некоторые эксперты считают, что гробы поднимали с помощью сложной системы веревок, но другие уверены, что у народа были свои давно утерянные технологии, которые кажутся почти сверхъестественными. Еще более странным является то, что многие из этих небесных могил остались нетронутыми на протяжении веков, а деревянные рамы не сгнили, несмотря на длительное воздействие стихий. Это словно мертвые отказались быть потревоженными. Ясно одно: некоторые тайны прошлого должны оставаться скрытыми, молча наблюдая с высоты. На высоте 8470 метров над уровнем моря, в леденящей тишине северо-восточного хребта Эвереста, лежит нечто замерзшее. Это тело, скрюченное среди острых скал, а на ногах у него ботинки яркого зеленого цвета. Этот альпинист, известный как «Зеленые ботинки», лежит здесь уже десятилетиями. Подлинно неизвестно, кто это, но считается, что это Цеванг Палджор, индийский альпинист, погибший в 1996 году во время снежной бури. Но самое жуткое — он не одинок. Эверест — это кладбище, усеянное останками тех, кто так и не спустился вниз. Некоторые тела, как и зеленые ботинки, стали жуткими ориентирами, указывающими другим альпинистам путь к спасению или к собственной гибели. Кадры с дрона показывают суровую правду о горе. Эверест не прощает. Потерянные души остаются нетронутыми, неподвижными, и их безмолвное присутствие служит предупреждением тем, кто осмеливается взойти на вершину. Дрон, пролетавший над туманными горами китайской провинции Гуанси, сделал потрясающее открытие. В скалах находились огромные пещеры, входы в которые зевали словно рты спящих гигантов. Эта массивная пещера с ее высокими сводами и гладкими, внушающими благоговейный трепет стенами является природным образованием, а не творением рук человека. Пещерный зал формировался на протяжении миллионов лет в результате геологических процессов и демонстрирует невероятную силу эрозии и тектонической активности. Его точная и обширная структура заинтриговала ученых, предоставив ценные сведения об уникальном ландшафте региона. В отличие от загадочных пещер, которые иногда фигурируют в фольклоре,
Это открытие, свидетельство природных чудес. Но сами по себе пещеры выглядят устрашающе, словно огромные рты, готовые поглотить все на своем пути. Некоторые считают, что это были древние жилища, другие предполагают, что это были тайные ритуальные места, но без явных доказательств их предназначение остается неразгаданной тайной. Глубоко в горах Тосканы, Италия, дрон запечатлел нечто поистине захватывающее. Из каменистого склона, словно забытый бог, возвышается огромная древняя статуя, промежуточная между человеком и горой. Это Апеннинский колосс, каменный гигант высотой более 10 метров. Но это не просто статуя. Чем ближе смотришь, тем страшнее она кажется. Гигант выглядит напряженным, а его тело изогнуто, будто он отчаянно пытается освободиться от горы. И вот что еще более тревожно, внутри его полой фигуры спрятаны потайные комнаты и проходы. Некоторые говорят, что эти камеры когда-то использовались для тайных собраний. Один только взгляд на эту колоссальную фигуру рождает множество вопросов. Была ли эта статуя просто произведением искусства, или ее создатель знал что-то, чего не знаем мы? Следующая история пришла от нашего подписчика, и, честно говоря, она леденит кровь. Дрон, пролетавший над скалистым склоном горы, заметил нечто, чего там быть не должно. Дверь. Но не просто дверь, а массивная, прочная дверь сейфа, встроенная прямо в скалу. Никаких опознавательных знаков, ничего, кроме входа, ведущего куда-то внутрь. Кто это построил? Что находится внутри? Некоторые считают, что это может быть правительственный бункер, хранилище с повышенной степенью безопасности или даже что-то гораздо более загадочное. Возможно, это место, где скрыты давно забытые секреты, ожидающие, пока их найдет подходящий или неподходящий человек. Дрон не смог подлететь достаточно близко, чтобы заглянуть внутрь. Но одно можно сказать наверняка. Сейфы просто так не строят. Все, что находится за этой дверью, должно было оставаться скрытым. Единственный вопрос — почему? Глубоко в дикой местности, вдали от цивилизации, дрон, пролетавший над отдаленным склоном горы, сделал шокирующее открытие. Он обнаружил скрытую семью, живущую в полной изоляции. Между деревьями была спрятана их самодельная деревянная хижина, совершенно не тронутая современным миром. Ни линий электропередач, ни дорог, только густой лес, поглотивший их целиком. Камера дрона уловила движение, фигуры скользили между деревьями, а чьи-то глаза наблюдали из темноты. Кто они? Как долго они там живут? Некоторые исследователи предполагают, что такие семьи живут в горах уже веками, сознательно отрезая себя от общества. Но возникает главный вопрос. От чего они прячутся и что случится, если посторонний окажется слишком близко? Дрон, сканирующий скалистые обрывы Канарских островов, заснял нечто, что вызвало мурашки по коже у тех, кто это видел. В скрытой пещере были разбросаны человеческие скелеты. Останки пролежали здесь веками, нетронутые временем. Кто они были и почему их оставили в таком пустынном месте? Археологи полагают, что скелеты принадлежат гуанчам, древней цивилизации, уничтоженной много веков назад. Хотя гуанчи были известны своими сложными погребальными обрядами, эта пещера отличалась. Здесь не было ни церемониальных знаков, ни следов надлежащего места упокоения. Создавалось ощущение, будто этих людей бросили и забыли, оставив их разлагаться в тени скал. Стали ли они жертвами жестокого ритуала или искали убежище, чтобы в итоге встретить трагический конец? Когда дрон пролетел над знаменитыми лицами горы Рашмор, он запечатлел не просто памятник, а нечто скрытое в камне, о чем большинство посетителей даже не подозревают. За головой Линкольна находится тайная камера, высеченная в горе.
Почему она кажется чем-то прямо из фильма ужасов? Этот скрытый сейф задумывался как зал записей, где должны были храниться важнейшие документы истории Соединенных Штатов, но по какой-то причине его запечатали до завершения, оставив заброшенным. Никто официально не входил туда десятилетиями. Это породило множество вопросов. Некоторые говорят, что правительство использует его для секретных экспериментов, в то время как другие настаивают, что эта комната предназначена для хранения самых охраняемых секретов Америки. Что бы ни находилось внутри, одно можно сказать наверняка. Гора Рашмор хранит нечто большее, чем просто историю. Это история, которая началась как душераздирающее исчезновение. Пожилой мужчина по имени Рой Гиблин пропал без вести в Уэльсе. Была вызвана полиция, и начались поиски. Шли дни, и с каждым часом надежда на его спасение таяла. Но затем оператор дрона заметил нечто на склоне горы. Пролетая над густой растительностью, камера зафиксировала слабую фигуру, прислонившуюся к камням. Это был Рой Гиблин, пропавший дедушка, который застрял в глуши и едва держался за жизнь. Спасательная команда поспешила на помощь, борясь со временем и суровым ландшафтом. Если бы дрон не нашел его, он мог бы не пережить эту ночь. И вот что пугает. Сколько еще людей потерялись в дикой природе, ожидая помощи, которая так и не пришла. Еще один случай. На склоне горы в Индии мужчина оказался зажат между двумя огромными скалами и не мог пошевелиться. В течение 2 дней бедняга был зажат в расщелине совершенно один, без еды и воды, в состоянии абсолютного ужаса. Когда дрон наконец заметил его тело едва было видно в узком проеме. Началась спасательная операция, отчаянная гонка со временем. Когда кадры с его мучениями распространились, зрители не могли не представить себе весь этот ужас. Чувство беспомощности, наступающую темноту и мысль, что никто, возможно, никогда не придет. К счастью, спасателям удалось вытащить его на свободу, но мысль остается. Если бы дрон не нашел его, затухли бы его крики в горах навсегда. Дрон, пролетавший над лесом на отдаленном склоне горы, заснял зрелище, которое вызвало тревогу у зрителей. Это было огромное кладбище заброшенных велосипедов, ржавеющих под деревьями. Их было сотни, искореженные рамы, сломанные колеса и руль, торчащий из земли, как скелет. Рядом не было дорог и признаков жизни, только забытая свалка, спрятанная в тени гор. Кто их там оставил и почему? Некоторые считают, что это незаконная свалка, другие шепчут о чем-то более зловещем. Рассказы о краденных велосипедах, таинственных исчезновениях и возможной связи с пропавшими без вести людьми. Какова бы ни была причина, это место наводит ужас. Велосипеды, которые должны символизировать движение и свободу, теперь застыли в состоянии разложения. Возможно, это молчаливое напоминание о том, что не все и не все возвращаются из гор. Дрон, сканировавший вершины когда-то замерзшей горы, заснял тревожное явление. Ледник буквально исчезал на глазах. По заснеженному ландшафту ползли трещины, от которых откалывались огромные куски льда. Под ними обнаруживалась темная пустая пропасть. Это произошло над ледником Вотнаю-Кюдоль в Исландии, когда таяние льда открыло жуткие провалы. Тысячи футов в глубине льда, словно раскрытые пасти, ввели в замерзший мир темноты. Причина — быстрое таяние, которое происходит быстрее, чем предсказывали ученые. То, что когда-то было прочным и непоколебимым, теперь рушится. Но самое ужасное, что скрывается подо льдом. Древние города, забытые существа, застывшие во времени, а возможно и исторические вирусы, законсервированные на тысячелетия. Что произойдет, когда эти секреты наконец оттают? Изменение климата наносит огромный ущерб ледяному ландшафту, и никто не знает, что будет дальше, когда весь этот лед растает.
В еще одной истории, похожей на случай с Роем Гиблином в Уэльсе, мужчина с деменцией пропал без вести. В течение нескольких часов поисковые группы полиции Сквотсдейла прочесывали скалистые склоны в поисках человека, который, казалось, исчез без следа. Когда солнце начало садиться, температура резко упала, и шансов выжить у мужчины в таких условиях почти не оставалось. Тогда пилот дрона полиции Сквотсдейла начал действовать, используя тепловизионную технологию. Дрон поднялся над горой, пролетая сквозь темноту, и за считанные минуты обнаружил пропавшего мужчину, застрявшего на крутом склоне, неподвижного и одинокого. Спасатели бросились к нему на помощь и несли его почти 150 метров вниз по склону, чтобы доставить в безопасное место. Без дрона он мог бы не пережить эту ночь. Это заставляет задуматься, сколько еще людей теряются в дикой природе, ожидая помощи, которая так и не приходит. Дроны используются и для отслеживания диких животных, и одна из находок была одновременно захватывающей и душераздирающей. Высоко над обрывом, на узком выступе, едва шире его копыт, стоял беззащитный козел. Это очень редкий вид горного козла, который оказался в ловушке. Как он туда попал, и, что еще важнее, как он оттуда выберется? Со всех сторон были отвесные скалы, и у животного не было ни пути наверх, ни пути вниз. Он стоял, дрожа, тело его было напряжено от страха. Его, возможно, преследовал хищник, или он просто забрел слишком далеко, чтобы осознать свою фатальную ошибку. К счастью, операторы дрона предприняли попытку спасти животное и направить его в безопасное место. Кадры с дрона быстро разошлись, и зрители надеялись, что этот отважный скалолаз найдет дорогу назад. Но это жуткое напоминание о том, сколько животных встречают свой конец незамеченными и неуслышанными в самых отдаленных уголках мира. Мало что может быть таким ужасающим, как необузданная сила природы. Эти кадры с дрона — прямое тому доказательство. В Исландии дрон пролетел опасно близко к извергающемуся вулкану и запечатлел расплавленную лаву, вытекающую из недр земли. Земля дрожала, пока огненные реки прокладывали себе путь по склону. Кадры ясно показывают, что природа может быть неукротимой и неумолимой. Пилотируемые самолеты не могли подобраться так близко, так как жара была настолько сильна, что могла поставить под угрозу жизни экипажа. Но дроны могли проникнуть туда, куда не мог ни один человек, и дать нам глубокий взгляд на ярость планеты. И вот что пугает. Такие вулканы уже уничтожали целые цивилизации. Неужели мы будем следующими? Что вы думаете об этих открытиях? Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, подписка и лайки очень важна для нас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.